Привет подписчикам! Сегодня фильм «Васаби», 2001 год, автор сценария Люк Бессон, режиссер Жерар Кравчик, в ролях Жан Рено, Рёко Хиросуэ, Мишель Мюллер. Бюджет 15,3 миллиона евро, сборы 10,4 миллиона долларов. Я специально посмотрела курсы евро и доллара на 2001 год и с учетом этого делаю вывод, что он не окупился. Сюжет. Юбер Фьорентини, французский полицейский, отличный детектив, но избивающий задержанных, с неустроенной личной жизнью, жены нет, детей нет, кроме того, у него финансовые проблемы. Но однажды с ним связывается японский адвокат и сообщает ему, что в Токио умерла Мико, бывшая возлюбленная Юбера. Приехав в Токио, Юбер узнает, что у него есть дочь Юми, которой через 2 дня исполняется 20 лет. Перед кремацией Юбер обнаруживает на лице Мико кристаллики, которые оказались цианистым калием, а под ногтями грязь. Со всего этого Юбер делает соскоб для анализа. В общем, в процессе выяснилось, что Мико была двойным агентом, внедрилась в мафию и присвоила себе 200 миллионов долларов, за что ее и убили. В финале все счастливы, дочь и отец, которые обрели друг друга. Да, еще в фильме есть друг Юбера Момо, колоритный персонаж, а еще есть приправа васаби, которая понравилась Юберу. Ну, фильм мне 20 лет назад понравился, да и нет-нет, сейчас я его пересматриваю. Вот и сегодня посмотрела, думала, будет скучно, вроде 100 раз уже смотрела, но нет, интересно. 19 лет назад у Юбера случилась любовь в Японии. Несмотря на то, что Мико его бросила без объяснения причины, он не переставал ее любить, потому что он так и не женился, и детей не завел. Ну, хочется верить, что так бывает, но, честно говоря, верится с трудом. Ну, а то, что появилась 20-летняя дочь, да еще и с 200 миллионов долларов, это просто большая удача для человека, у которого финансовые проблемы. Заметьте, выросшая дочь, то есть нет бессонных ночей, нет детских болезней, прививок, не надо учить читать и писать и прочее, хотя мужчин это, по-моему, мало волнует, даже если они рядом. Сколько смотрю этот фильм, столько и обращаю внимание на церемонию прощания с транслированием кремации. Все очень лаконично, аскетично, гроб не помпезный, музыка ненавязчивая, монитор с большой диагональю, отсутствие цветов, венков. Все это мне по душе. Понятное дело, что кремация в Юго-Восточной Азии прежде всего продиктована отсутствием территории. Ну, наверное, и в Европе есть такая проблема. Но я почему-то думаю, что кремация, особенно умерших от рака, ну и других страшных болезней, это такой правильный акт в плане глобальной санитарии. Еще я почему-то думаю о подземных источниках пресной воды. Может быть, я парю чушь. Ну, в целом, симпатичный фильм. Немножко комедия, немножко боевик, немножко драма, немножко криминал. Опять же, немногословный персонаж Жана Рено, симпатичная японка, кстати, не похожая на полукровку. Странно, что он не окупился. Наверное, много средств ушло на перелеты из Франции в Японию и обратно. А еще впечатлил оружейный арсенал, собранный Мамо. Назывались производители Корея, Россия, и еще прозвучало, что есть такие экземпляры, которых нет даже на вооружении у НАТО. Спроси меня, о чем же все-таки фильм, я призадумаюсь. Сказать, что о любви мужчины к женщине? Нет. О любви отца к дочери или наоборот тоже нет. О победе добра над злом? Свистнуть деньги у мафии вряд ли можно назвать добром. Может, поэтому фильм называется «Васаби», и может, поэтому он не окупился. Ну, пожалуй, на этом все. Всем пока, всем здоровья и удачи.